Не то чтобы я любила ставить диагнозы по аватаркам, фотографиям или комментариям, просто астрологией и ясновидением я не увлекаюсь, но врачебную насмотренность не пропьешь. Поэтому, когда в последний раз я ходила по музею, недавно, кстати, обнаружила на картинах симптомы сифилиса, рака кожи и еще с десяток диагнозов. Меня зовут Юлия Щербатова. Я кандидат медицинских наук, дерматолог, косметолог и главный врач клиники. Сегодня поделюсь с вами, что интересного можно увидеть на картинах старых мастеров, если знать, на что смотреть. Первая картина, которую мы сегодня с вами разберем, написал Эдвард Мунк. Прекрасный норвежский художник, и называется она «Наследие». На картине мама, которая держит младенца. У младенца очень характерная сыпь, очень характерная форма лба. Если мы посмотрим на лицо мамы, мы тоже увидим признаки этой же болезни. И эта болезнь – врожденный сифилис. Откуда взялся сифилис у европейцев? Впервые сифилис появился в 1494-95 годах при вторжении французов в Неаполь. И называлась эта болезнь именно поэтому довольно долго французской болезнью. А само название сифилис было изобретено гораздо позже. Итальянский доктор и поэт Джеларамо Фракастора придумал название сифилису в 1553 году. Стало же всем интересно уже в нынешнее время, откуда же взялся сифилис, которым страдала Европа, который выкашивал целые популяции людей, особенно маленьких детей, и принес только бед и горе. На самом деле сифилис – древняя болезнь. Он по тем исследованиям, которые были произведены в 2008-2024 годах, по филогенетическим остаткам, то есть было такое исследование, которое доказало, что сифилис привезли европейцы из Латинской Америки. И то, что удалось исследовать, 9 тысяч лет сифилису точно. Поэтому болезнь это не новая. И в картинах она очень четко прослеживается. Пойдемте дальше по нашему виртуальному музею и остановимся у картины Рембрандта. Эта картина изображает молодого человека. Его зовут Жерар де Лерес. Это молодой человек, видимо, очень хорошего сословия, он хорошо одет, он достаточно молод, но мы с вами тут же видим поражение, характерное для сифилиса. Это седловидный нос, это трещины в углах рта, это определенная такая форма черепа, которая нам подсказывает, что у молодого человека сифилис случился не первый раз, что называется, его организм об этом знает. Об этом знал еще организм его матери, поэтому вот такой сифилис – это врожденный сифилис. Он уже третичный, как мы его называем. Грустно, но сифилис приводил к разрушению лицевого черепа и жизни человека в очень молодом возрасте. Мы идем с вами дальше. А пока подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому ролику, будет интересно. Еще одна чудесная картина – это портрет господина Кея. Если мы посмотрим на лицо этого молодого человека, увидим симптом очень яркий. Это зубы Гитчинсона. Удивительное состояние зубов, которые маленькие, которые имеют определенный наклон, это щели между зубами. Нос тоже не отстал, нос тоже с определенным следом, скажем, этого заболевания. Мы с вами знаем, что это тоже уже запущенная форма сифилиса, которую художник для нас с вами увековечил, неизвестный, кстати. Идем дальше. И перед нами картина Джованни Савольда. И открывается нам удивительный мир рожистого воспаления. Рожистое воспаление вызывает стрептококк. Это такой микроорганизм, который окружает нас с вами всегда. И в Средневековье он не лечился ничем. Мы знаем, что тогда антибиотиков не было. И картина повествует нам о мучениях святого Антония. А где на картине вот рожистое воспаление? Посмотрите на его руки. Они отличаются очень по цвету от ног, от стоп. А вот если про приемы вообще, как это изображалось, то есть ноги, условно скажем, нормального цвета, лицо розовое, потому что надо было внимание привлечь, а руки такие вот кирпично-красного цвета. Иногда заболевание протекает молниеносно, состояние пациента ухудшается, на глазах и вызывает острые мучения, галлюцинации, потому что интоксикация нарастает очень быстро. И в средние века люди от таких заболеваний погибали очень быстро. Настолько это производило впечатление на окружающих, что вот даже художник принял решение обязательно для нас такое запечатлеть. Сейчас от рожистого воспаления умирают люди редко, поэтому не боимся. Следующая картина неизвестного, к сожалению, автора – это больной с лепрой. Лепра – это заболевание инфекционное. В средние века оно поражало просто целые сообщества людей.
и было настолько опасным, что больной обязан был законодательно, пациентов таких обязывали, ходить с трещоткой. И вот на данной картине есть прям четкое изображение Бартоломея Английского, который, странствуя из города в город, произнося какие-то речи, мог произносить их только на определенном отдалении от всех других людей. И трещотка, которая у него в руках, и, соответственно, такое характерное поражение на коже рук, лица повествует о том, что пациент заразен, пациент очень опасен для окружающих, потому что лепра – это высоко заразное заболевание, которое не лечилось, еще раз говорю, и даже сейчас его трудно лечить. Лепрозория есть, в Средней Азии они находятся, но победили, но не до конца эту болезнь. Суть болезни в том, что она, еще ее называют львиной болезнью, когда до такой степени разрушаются ткани, что характерно, ничего не болит. Ткани некротизируются и отваливаются, и становятся такие лапки, как у льва, без пальчиков, то есть пальцы полностью некротизируются, исчезают. Черты лица искажаются до такой степени, что просто обезображивание происходит лица, и узнать этого человека уже нельзя, и при этом он еще и заразен, поэтому в средние века это реально была такая страшная, ужасно неприятная болезнь. Если вы смотрели фильм, который называется «Царство небесное», то там тоже есть персонаж, болевший лепрой или проказой, а именно Болдуин IV, царь Иерусалима. Идем дальше. И на картине, которую написал Жак-Эмиль Бланш, и написал он великого, по моему ощущению, восприятию графика Обри Бёрдслея, пятно на щеке, которое можно даже сначала и не увидеть. Это какой-то или пигментный невус, или, возможно, это какое-то переродившееся новообразование. Посмотрите, пожалуйста, на его правой щеке есть... давайте будем считать, что это невус. О чем это говорит? О том, что это не какая-то модная проблема. Новообразования на коже у людей были всегда. Даже художники впечатлялись тем, что лицо человека может очень сильно меняться в восприятии, если на нем есть вот такие черные пигментные новообразования. Идем дальше и видим замечательную картину, которая изображает семейство короля Карла IV. Обычно, когда живописцы, художники приглашались ко двору или в семьи каких-то влиятельных людей изображать семейство или каких-то отдельных членов, они всегда приукрашивали этого персонажа. Ну и задание было такое, я думаю, сделать максимально красивым героя картины. И художники так делали. Да, мы знаем, что они немножечко вытягивали, там, делали более худенькими людей, делали большие глаза и так далее. Но был один художник, это Франциско Гойя, который ничего не приукрашивал. Ну, вот такой он был художник. И в 1800 году, когда была написана эта картина, он был приглашен, чтобы написать всех членов семьи. Если вы будете очень внимательны и посмотрите на женщину, которая стоит во втором ряду, первая слева, внимание на ее висок. И тут мы увидим с вами подозрительное черное пятно. Вот это черное пятно, скорее всего, было меланомой. Почему? Потому что спустя всего полгода после написания этого портрета семейного эта женщина умерла. Это была сестра короля. Мы не знаем, какую причину смерти указали, но учитывая вот такую правдивость, спасибо большое, Франциско Гойя, мы легко с вами можем заподозрить, что это была именно меланома. Конечно же, художники, как люди восприимчивые и творческие, не могли не запечатлевать какие-то редкие заболевания, какие-то генетические отклонения. Много таких картин известно, но я хочу обратить ваше внимание на одну прекрасную картину, которая изображает синдром Амброса. Это гипертрихоз, довольно редкий гипертрихоз, который был у вполне известного исторического персонажа. Это Петрус Гонсальвус. Петрус Гонсальвус, про которого мы говорим, известен еще и тем, что послужил прототипом к сказке «Красавица и чудовище». Вы об этом не знали, а теперь знаете. А «Красавица и чудовище» – это мой любимый мультик на самом деле. Что было ужасного? Да, у человека было генетическое отклонение, да, гипертрихоз. И так ничего приятного. А тут еще средневековье и нравы средневековья. Известно, что в 1547 году Маргарита Пармская десятилетнего ребенка, сейчас это дико даже представить, в качестве диковинки дарит этого ребенка, 10 лет человеку, дарит королю Франции Генриху II. Когда он вырос, то женился на фрейлине Екатерины Медичи,
которую звали Екатерина Рафилин, и у них родилось 7 детей. Из этих 7 детей 4 оказались носителями вот этого гена. Его даже прозвали канарский оборотень, тоже так себе были нравы у людей. Несмотря на то, что дети были законорожденные и даже носили дворянский титул, то никак это их не спасло. И эти дети также передавались в качестве подарков, диковинных подарков другим дворянам. Очень грустная история, на самом деле. Следующая картина, которая очень давно фигурирует в моих рассказах, возможно, кто-то из вас ее не видел, но мы ее сейчас с вами изучим. Это картина Диего Веласкеса, и называется она «Портрет старика с внуком». Там еще не старик, на самом деле, довольно молодой мужчина по нынешним временам. Какой-то 1490 год, казалось бы, не такая уж и дальняя даль. Что мы видим? Разрушенное буквально лицо человека вот таким корявым носом. Когда ткани увеличиваются бесконтрольно, когда нос становится толстым, таким картошкообразным, таким рыхлым, на самом деле это все болит. Это еще художник тут постарался немножко изобразить прилично. На самом деле вот такие носы бывают еще красные, очень такого прям бордово-багрового цвета, что доставляет носителю такого носа очень много неприятных ощущений, и, в общем-то, взгляды окружающих это притягивает неизбежно. Заболевание называется ринофима. Ринофима – это одна из форм последствий розации, которую некоторые люди так призывают не лечить, ничего с ней не делать, да подумаешь, там какой-то купероз, да подумаешь, там красные щеки, да подумаешь, красный нос или подбородок. Дорогие друзья, вот если вы посмотрите на эту картину, то вы можете понять, что будет с лицом, может быть с лицом, если вдруг вы примете решение не лечить розацию. Нельзя не лечить, будет такой нос. Идем дальше и видим чудесную картину Маринуса ван Реймерсваля. Это художник, который, спасибо ему большое на самом деле, который запечатлел для нас акне. Дело в том, что угревая болезнь была известна с давних времен. Да, сальные железы у человека есть всегда и были всегда. И акне болезнь, которая поражала людей и молодого возраста, и зрелого возраста. В принципе, все то же самое, что происходит сейчас. И на картине «Сборщики налогов» мы видим 2 замечательных персонажей, которые, если вы увеличите, то прям их кожа вас порадует. Не думайте, что это болезнь современности. На картине изображены 2 персонажа. Один, видимо, руководитель их отряда, который в очках, который ведет записи, грамотный человек. Если мы посмотрим на височные области этого мужчины, то увидим следы от акне, увидим рубцы, которые обезображивают кожу. А второй молодой человек, более молодой, чем первый, без очков, в красивом зеленом тюрбане, с красными щеками, причем по расположению вот этих красных пятен на его лице и при определенной насмотренности сразу можно увидеть, что это, скорее всего, папулопустулезная форма розации и акне. Художники прошлого, скорее всего, конечно, не осознавали, что их картины станут ценными медицинскими документами. Таким образом, заглянув в прошлое, мы можем понять, что общество очень по-разному относилось к кожным заболеваниям. Да? И чаще всего, конечно, пациенты стигматизировались, потому что с древних пор, с давних времен чистая, гладкая кожа без признаков любых заболеваний всегда символизировала хорошее здоровье носителя такой кожи. А вот любые кожные проявления говорили о том, что организм, скорее всего, нездоров, но лечить не умели, поэтому живи так.